17 апреля 1957 года в одно из общежитий города Днепропетровска приехали сотрудники КГБ в штатском, затолкали в машину вахтера Ивановича и увезли в неизвестном направлении. Спустя время коллег и жителей общежития потрясла новость. Покой их общежития охранял никто иной, как Михаил Букин, бывший начальник так называемого русского гестапо в городе Орле. Вахтера Ивановича, который 12 лет верой и правдой служил Днепропетровскому тресту за мизерную зарплату, все это время активно искали. Михаил Букин был причастен к тысячам смертей подпольщиков, военнопленных и советских граждан, и немцы высоко ценили его за жестокость и хватку. Он был одним из тех предателей, что работают не за страх, а за совесть. Букин лично пытал и расстреливал подпольщиков, а однажды приказал расстрелять женщину с 2-летней дочерью. В 1945 году, увидев, что возмездие приближается, Букин сумел выдать себя за заключенного концлагеря и избежал ареста. Гестаповец, несмотря на риск, продолжал жить под своим реальным именем. Он вел себя тише воды, постоянно пребывая в страхе. Михаил знал, что рано или поздно за ним все равно придут. Ожидание затянулось на целых 12 лет, но в итоге награда нашла своего героя. Михаил Иванович Букин родился в Орле в 1897 году в обеспеченной семье купца первой гильдии. С юных лет Миша старался найти место потеплее, чтобы иметь возможность получать дополнительный доход и при этом не особо перетруждаться. Впервые сущность Михаила проявилась в 1919 году, когда в Орел вошли войска Белой гвардии под командованием генерала Александра Кутепова. Вместе с отцом он встречал войска на въезде в город с хлебом и солью, а на следующий день уже показывал белым офицерам дома зажиточных евреев, где можно было хорошо поживиться. Свою трудовую карьеру он начал в 1920 году и до начала войны успел сменить немало разных мест. Букин работал помощником бухгалтера, кассиром, товароведом, кладовщиком. Михаил тонко чувствовал выгоду, и к его рукам всегда что-то прилипало. В 1932 году он едва не поплатился за свою алчность. У него нашли приобретенные за нетрудовые доходы золотые царские червонцы, которые было запрещено хранить простым советским гражданам. В этот раз Букин отделался легко – конфискацией золота и 3 месяцами ареста. Этот случай сделал его более осторожным, но проблем с законом все равно избежать не удалось. В марте 1941 года товароведа Михаила Букина снова арестовали. В этот раз за должностное преступление – махинации с поставками труб для Брянского хлебозавода. Начало войны Михаил Букин встретил за решеткой. Самый справедливый суд в мире отмерил жулику 2 года тюрьмы. Этапом его отправили в тюрьму города Гомеля, из которой он очень скоро беспрепятственно вышел. Во время первого же налета немецких самолетов ворота городской тюрьмы оказались разрушены, а охрана, бросив свои посты, в панике разбежалась. Букин вместе с другими заключенными воспользовался случаем и покинул свою камеру и город Гомель. По дороге беглецов задержали солдаты вермахта, но препятствий им чинить не стали, а наоборот, выдали аусвайсы и сказали идти по домам. Путь в родной Орел занял у Михаила несколько месяцев, и домой он попал только в конце октября 1941 года. В городе, где уже вовсю хозяйничали гитлеровцы, он встретился со своей женой Анастасией и спокойно зажил, как ни в чем не бывало, в своей скромной комнате в коммунальной квартире. С немцами Михаила свел случай. Его соседка Ольга Степина работала в городском гестапо переводчицей. Однажды, зайдя к ней по какому-то бытовому вопросу, Букин застал в гостях у Ольги 2 немецких офицеров – Кригера и Клатмана. Нацисты неплохо говорили по-русски, и между ними и бывшим зэком завязалась беседа. Михаил пожаловался на нехватку денег и голод, в ответ на что немцы предложили ему работу по поимке евреев, коммунистов и сочувствующих им граждан. Букина приняли в гестапо обычным полицаем,
Но спустя полгода за особое рвение он был назначен начальником разыскной полиции в отделе русского гестапо. Получив практически неограниченную власть над людьми, Михаил проявил свою истинную сущность. Он изо всех сил старался показать свою лояльность нацистам и эффективную работу. С первых же дней на новой должности Букин начал бросать за решетку десятки граждан, обвиняя их во враждебном отношении к новому порядку. В подвалы гестапо попадали не только коммунисты, комсомольцы, подпольщики и евреи, но и те, на кого новый шеф гестапо имел зуб в прошлой жизни. Над заключенными всячески издевались, пытали, избивали резиновыми шлангами и плетями, оставляли на морозе, морили голодом и жаждой. В начале осени 1942 года начальник разыскной полиции особо отличился. При его непосредственном участии была раскрыта группа советских подпольщиков, внедренных в Орловское гестапо. Были арестованы несколько человек и выявлен руководитель группы по фамилии Головко. Этого человека Букин лично забил насмерть во время допроса. Всего через месяц обозначились новые успехи. Букин и его подчиненные разоблачили группу партизан, которую возглавлял Владимир Сечкин. Они планировали взорвать городской театр с немцами и их прихвостнями во время празднования годовщины оккупации Орла. Всего было задержано 26 человек, в том числе подпольщица Мария Земская, которую бросили в подвал вместе с двухлетней дочерью Валей. Всех партизан, а вместе с ними и ребенка, вскоре расстреляли по приказу шефа гестапо. В начале 1943 года команда Михаила состояла из 500 штатных сотрудников, 150 тайных агентов и обычных платных стукачей. Располагалась контора Букина в двух больших кирпичных зданиях с просторными подвалами, оборудованными для пыток и казней. 1 апреля 1943 года немцы отметили заслуги предателя знаком отличия для восточных народов, высшей наградой, на которую только могли рассчитывать коллаборационисты из числа гражданских лиц. Также Михаилу повысили жалование и объявили особую благодарность за бдительность и непримиримую борьбу с врагами Третьего Рейха. Но очень скоро Букину стало неуютно в родном Орле, к околицам которого неумолимо подступала Красная Армия. По просьбе шефа гестапо немцы выделили целый вагон для эвакуации Букина и его жены. Более трети этого вагона занимали ценности, награбленные Михаилом во время его бурной деятельности в гестапо, в том числе ювелирные украшения, одежда и столовое серебро, отобранное у расстрелянных в застенках. Опыт Михаила был очень ценен для врага, поэтому его отправили в Каунас, где назначили помощником коменданта концлагеря Праве-Нышкес с присвоением звания унтер-офицера СД. В Каунасе Букин верой и правдой служил нацистам целый год, пытая и расстреливая евреев и военнопленных. Когда Прибалтику начали стремительно освобождать советские войска, Букин с супругой переехали в Германию. Понимая, что поражение Германии в войне всего лишь вопрос времени, Михаил симулировал хроническую болезнь и был уволен из СД на гражданку. Тут он впервые в своей жизни познал физический труд, так как, чтобы заработать на кусок хлеба, ему пришлось красить подводные лодки на верфях Готенхавена. Позднее на допросах у следователей КГБ бывший гестаповец рассказывал, что страх неотвратимого возмездия глодал его непрерывно, где бы он ни находился и чем бы ни занимался. Незадолго до победы предатель начал готовиться, сжег все документы и немецкие награды, а также попросил немцев отправить его в концлагерь, якобы чтобы внедриться в действующее там подполье. В 1945 году Букина вместе с тысячами других заключенных освободили советские войска, и он, как бывший узник концлагеря, вернулся с женой в СССР. Михаил получил новый паспорт на свое же имя, соврав лишь, что родился в Царицыне, а с 1942 по 1944 год работал санитаром в госпитале города Кизляра. Для мирной послевоенной жизни Букин выбрал Днепропетровск. Соседи положительно отзывались о скромном и доброжелательном Михаиле Ивановиче, которому пришлось пережить ужасы концлагеря.
Букин к этому времени овдовел и, свободное от работы вахтером время с охотой проводил, нянчась с соседскими детишками. Тем временем НКВД ни на минуту не прекращало поиски начальника Орловского гестапо. Несколько раз были задержаны похожие на Букина люди, но сам предатель и убийца как в воду канул. Лишь спустя 12 лет поисков кто-то обратил внимание на полного тезку разыскиваемого преступника, который работал скромным вахтером в Днепропетровском общежитии. Когда выяснилось, что Михаил Букин и внешне, как две капли воды, похож на гестаповца, его было решено задержать. В момент ареста Букин не сопротивлялся и не ломал комедию, а просто устало сказал: «Так и знал, я давно вас ждал». Изменник не отрицал сотрудничество с немцами, но категорически отказывался признаваться в пытках и казнях. «Я лишь командовал, все грязные дела творили немцы», – твердил он на каждом допросе и очной ставке. Суд над шефом гестапо Букиным состоялся в родном для предателя Орле, жителям которого он принес столько горя. На суде выступили 78 свидетелей его преступлений, и итог был очевиден. В своем последнем слове предатель и палач просил не лишать его жизни и утверждал, что искренне раскаивается. Но снисхождения никто проявлять не собирался. 20 ноября 1957 года суд приговорил Михаила Ивановича Букина к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор присутствующие в зале суда встретили аплодисментами. Букин цеплялся за свою никчемную жизнь до последнего. Он отправлял одно за другим письма к Хрущеву с просьбами о помиловании, но они оставались без ответа. 2 апреля 1958 года суд отклонил последнее ходатайство о помиловании, а спустя несколько дней приговоренного расстреляли во дворе Орловской тюрьмы. Интересно, но материалы, касающиеся дела Михаила Букина, до сих пор хранятся под грифом «секретно» в архивах спецслужб. Согласно закону об архивном деле в Российской Федерации, с ними можно будет ознакомиться только через 75 лет после вынесения приговора, то есть в 2032 году. Одна из немногих фотографий Букина, которую может увидеть каждый, хранится в Орловском военном историческом музее. Она размещена на черном фоне, и гиды музея называют Букина не иначе как «черным человеком». Руководитель Орловского гестапо получил по заслугам, но так бывает не всегда. Иногда нацистские преступники живут долгой и спокойной жизнью и умирают, так и не заплатив по счетам. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться. И нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных фильмах на канале «Однажды на Земле». До новых встреч!